Каждому из нас невозможно представить себе жизнь без воды. Вода питает каждую клеточку, каждого живого организма. Она обновляет, укрепляет и оздоравливает. Ведь не зря мы так радуемся водной стихии, морям, рекам, ручейкам, дождю и капелькам росы. Какое удовольствие окунуться в жаркий день в прохладу волн, и неважно где, на шикарном морском курорте или в деревне на речке. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Тема сегодняшнего видео – шокирующие взаимоотношения орхидей и воды. Сегодня вы посмотрите на купание, ныряние и подводное плавание на длинные и сверхдлинные дистанции орхидей в сезоне лета 2022 года. Итак, начинаем с купаний и неполных замачиваний фаленопсисов. Водные процедуры для маленьких орхидей начинаются еще до их появления на свет. Замачиваются пни, безлиственные и сухие. Какая цель преследуется? Длительное замачивание позволяет быстрее активировать меристемы на стволе орхидеи, быстрее их пробудить и быстрее получить новую жизнь на стебле орхидеи. Растущий маленький новый орхидейный организм продолжает укрепляться и развиваться с помощью водных процедур. Это и купание под дождем, купание под душем и каждодневные многоразовые опрыскивания. Замачивания продолжаются. Неограниченное и неконтролируемое количество воды, поставляемой орхидее, позволяют ей потреблять воду в волю. Если конкретно вам предложат два варианта развития событий, либо вы пьете когда хотите, сколько хотите и так часто, как хотите, или вам предложат пить много, но один раз в неделю или один раз в 10 дней. Какой вариант вы выберете? Я выбрала для своих орхидей природный вариант развития, а в природе, в естественных местах произрастания орхидей, дожди идут ежедневно. Кроме того, в тропических и преэкваториальных широтах существуют целые сезоны дождей, когда дожди идут несколько месяцев подряд ежедневно. Но мы ведь не в тропиках, скажете вы. В том-то и дело, в тропиках, где каждый день идет дождь, влажность от 80% и выше, а в средней полосе России влажность едва ли 20-30%, поэтому воды орхидеям нужно еще больше. Куда же больше, спросите вы? А вот так, а с полным погружением, с подводным плаванием. Для чего, спрашиваете вы в комментариях, ведь можно просто полить и опрыскать. Конечно, можно, но более затратно по времени, ведь вот такое подводное плавание может длиться полчаса и час. А опрыскивать, стоя возле орхидеи полчаса, я никак не могу. Кроме того, и об этом я рассказывала вам в предыдущих видео, конкретно у этой орхидеи часть корневой системы находится выше посадки, для того, чтобы корни могли принимать участие в общем фотосинтезе. Поэтому при классическом замачивании без полного погружения, без подводного плавания орхидеи, часть корневой системы водой напитывается недостаточно. Кроме того, такое подводное плавание стимулирует у маленькой орхидеи корнеобразование и активирует иммунную систему. В случае, если на обрезанном стволе есть непробужденные меристемы, при таком способе полного погружения они обязательно пробудятся. Такой, казалось бы, экстремальный способ ухода за орхидеями только кажется таковым, и только тем любителям орхидей, которые
не видели ничего другого, кроме комнатного содержания этих великолепных растений. Если вы попытаетесь расширить свой кругозор и захотите увидеть чуть больше, вы наверняка узнаете, что те, кто содержит орхидеи в теплицах, на улицах, поливают эти растения из шланга, совершенно не задумываясь о том, куда попадает вода. Порой орхидеи падают в водоемы и проводят в них под водой несколько дней. При этом с орхидеями, абсолютно ничего не происходит. Напротив, они после этого только шикарнее растут и цветут. Но наше химически рафинированное орхидейное сообщество старается этого в упор не замечать. Кроме того, на протяжении долгих лет любителям орхидей прививается мысль о вреде воды для орхидей и о водобоязненности орхидей. Моя практика и практика зрителей канала показала, что орхидеи воды не боятся. Орхидеи боятся недостатка опыта и знаний их владельцев. Если вы сядете за руль автомобиля, не зная и не понимая тонкости вождения, то вы наверняка попадете в аварию. Но это совершенно не значит, что миллионы других людей не могут водить автомобиль безаварийно. Иными словами, если вы чего-то не умеете, если у вас что-то не получается, не нужно пугать этим же других. Гораздо лучше и эффективнее попытаться понять, почему в ваших условиях и в вашем уходе что-то не получается. Когда воды после дождей набиралось еще больше, к заплывам на длинные дистанции присоединялись уже подросшие детки фаленопсисов. Цели замачивать орхидею вместе с макушкой не ставилось, так получилось и ничего страшного. Именно таким образом, порой при нехватке времени у меня и производится оптимизация ухода за орхидеями. Все просто кидаются в емкость с водой вместе с макушками и поливаются, плавают таким образом и насыщаются водой. В данном случае на ваших экранах индивидуальный заплыв детки с цветоноса фаленопсиса нарбонна. Она плавает в одиночку лишь потому, что у нее растут два ответвления на двух цветоносах. Этой детке всего 1 год, и зимой она снималась с цветоноса, о чем есть отдельное видео. И если вы его не смотрели, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. После длительных купаний с полным или частичным погружением, которые могут длиться от получаса и выше, орхидеи обсыхают. Для того, чтобы у вас не возникло никаких сомнений о том, что подобные водные процедуры могут навредить орхидее, я покажу вам это же растение через месяц, уже во время цветения. Вот так зацвела малышка, чьи цветоносы и цветы в 2 раза превышают ее миниатюрную листовую массу. Следует отметить, что цветущие орхидеи на открытом балконе я стараюсь не содержать. И вот по какой причине. Их часто атакуют насекомые. Вот и нежные цветы детки фаленопсиса нарбонна немного пострадали, когда я забыла растения ночью на открытом балконе. Цветущие орхидеи необыкновенно привлекают наших опылителей и не только. И несмотря на то, что у них есть надежная защитница. Венерина мухоловка или дианея – это растение-хищник, которое защищает мои орхидеи от нападок насекомых-вредителей, поедая их. За лето мухоловка поймала и съела несметное количество насекомых и выросла, наверное, раз в 8. Тем не менее, мухоловка одна, а орхидей много.
поэтому защитница не справляется. Но давайте вернемся к заплывам на длинные дистанции. Заняться подводным плаванием не прочь и уже практически полностью выросшие орхидеи. На ваших экранах природный вид орхидеи Phalaenopsis zebrina palavan, который в свое время приобретался подростком в размере горшка 2,5 дюйма. О том, почему природным видам орхидей требуются столь длительные подводные заплывы, я уже упоминала ранее и еще расскажу в будущем в отдельном видео об этом сорте. Для того, чтобы убедиться, что с этим фаленопсисом абсолютно ничего не случилось после столь длительных заплывов, подпишитесь на канал и не пропускайте очередные видео. Природные виды орхидей в моей коллекции являются рекордсменами по потреблению воды. Они могут плавать в воде часами. За это время вода проникает в орхидею абсолютно везде. А я помогаю ей это сделать, периодически переворачивая орхидею вверх горшком и опуская его в воду. После таких купаний фаленопсис пробудил все свои цветоносы и заложил целые россыпи цветов. Поверьте, это необыкновенное зрелище. Не пропустите видео на канале. Ну и, конечно, подводным плаванием любят заниматься любые другие виды орхидей в моей коллекции. Они делают это часто, практически ежедневно и с огромным удовольствием. А вот в таком виде чуть больше месяца проплавали кейки дендробиума Berry Oda, прежде чем у меня дошли руки их вынуть из воды и посмотреть, что с ними стало. А хотите тоже посмотреть, что стало? Сейчас покажу. Каждый кейк пробудил в своем основании сразу по 3 меристемы и выдал 3 новых роста. Это ведь не первый год, когда я укореняю кейки дендробиумов, но только в этом году я забыла их в воде на 1,5 месяца. И вот такой результат: сразу 3 новых роста против одного нового роста возле одной старой бульбы в прошлом году. Хотите посмотреть? На ваших экранах укорененный в прошлом году кейк дендробиума Berry Oda, возле которого вырос новый рост, который летом этого года уже зацвел. Если бы от этого кейка выросло сразу 3 новых роста, то цветение было бы в 3 раза пышнее. Часто в комментариях у меня спрашивают об уходе за дендробиумами, даже не понимая, какое растение находится в коллекции, дендробиум или дендрофаленопсис, а ведь разница в уходе очень существенная. Прежде всего, вам нужно четко понимать, какой дендробиум находится в вашей коллекции – холодного, теплого или нейтрального содержания. Именно от этого будут зависеть тонкости в уходе за ним. Кроме того, нужно понимать, что уход за природными видами дендробиумов кардинальным образом отличается от ухода за гибридными формами. Но независимо от того, какой вид или сорт дендробиумов у меня, купаться под дождем любит каждый из них. Вот так в начале июля принимала дождевые водные процедуры моя брассия. Одновременно с этим во все имеющиеся емкости набирается дождевая вода. Еще через месяц брассия продолжает купаться под проливным дождем, только уже с 3 новыми цветоносами. Сегодня эти 3 цветоноса уже практически полностью распустились, и если вы хотите посмотреть на их полный распуск, обязательно возвращайтесь на канал.
Под проливным дождем купаются абсолютно все нецветущие орхидеи, меняясь местами друг с другом, потому что вакантных мест на кромке дождя не так много. Зигопиталум Луизендорф решает заняться подводным плаванием без моего участия прямо во время дождя. И вы посмотрите, какие при этом у него бульбы. Наполненные, сочные, словно наливные яблочки, а не скукоженные или сморщенные, как сушеная вобла. Продолжается дождь, продолжается подводное плавание. На этот раз в заплыве принимает участие морковка. Эта красавица очень активная пловчиха, очень любит водные процедуры, различные опрыскивания, купания и подводное плавание. Когда дождь заканчивается и выглядывает солнце, подводными видами плавания начинаем заниматься в открытых бассейнах. Купаются с головой даже ультра-супер больные растения. Ныряния производятся в лекарственные настои целебных трав. Об этом процессе уже есть отдельное видео, и если вы его не смотрели, я очень рекомендую вам это сделать. Только таким кардинальным методом порой можно избавиться от паразитирующих микро- и макроорганизмов на орхидеи. Просматривая свои видеоматериалы за лето, я, пожалуй, могла бы часами показывать вам подобные водные процедуры. Но я надеюсь, что мне уже удалось показать вам, что орхидеям вода абсолютно не страшна. Более того скажу, как говорил классик, если есть магия на этой планете, она содержится в воде. Никогда не забывайте, что вода является одной из основных составляющих фотосинтеза растений. А теперь давайте я прочитаю вам, что думают о водных процедурах профессионалы в области растениеводства. Полностью с вами согласна, что у каждого должен быть выбор. И если у кого-то не получается с душеванием, то это значит, что они просто не могут с этим справиться. Я не блогер, я агроном, но я тоже смотрю разных блогеров в силу профессионального интереса. Кстати, не только про орхидеи. И могу сказать, что расположение орхидей и уход в целом в вашем случае идеально подходит для орхидей, о чем они вам и говорят. Надо сказать, что с орхидеями я знакома с 1987 года, потому как пошла учиться на цветовода. Конечно же, тогда не было столько информации о цветах, как и интернета, и нам приходилось всю информацию получать в книгах. Мне подарили одну книгу по цветоводству 1952 года, и в разделе «Орхидеи» написано: температурный режим, опрыскивание, душевание, проветривание. А в заключении этого раздела: многие из таких орхидей хорошо растут в комнатных условиях, если только им обеспечить внимательный и заботливый уход. Иными словами, еще в СССР было сказано, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Конечно, время идет, и на рынке появляются новые сорта, так же, как и новые удобрения и средства защиты. Но одно остается неизменным – внимательный и заботливый уход. Смотрю ваши видео с удовольствием, и не потому, что ваши орхидеи пышно цветут, а еще и потому, что ваши цветы расставлены правильно, им хватает и света, и тепла, и воды, и воздуха,
и они вас за это благодарят. Спасибо вам огромное за ваш канал. Пожалуй, на тему воды и орхидей я могла бы говорить сутки напролет, но сегодня я хочу сделать видео побыстрее и побыстрее загрузить его на YouTube, ведь сегодня на Канарских островах поступление орхидей, и я хочу присутствовать при завозе хотя бы виртуально. И если вы тоже хотите посмотреть вместе с нами, что было интересного в этом завозе и что нам удалось или не удалось выбрать, напишите об этом в комментариях. А пока вы пишете свои комментарии, которые для меня необыкновенно важны и ценны, я напомню вам, что 21 минуту вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео, и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.